Космический корабль готов к взлету. В этот раз мы отправимся не просто на прогулку, а в поисках нового дома для человечества. Возможно, остановимся рядом на Марсе, приспособив Красную планету под свои нужды. Но не исключено, что придется лететь немного дальше. Планета Проксима Б в 4 световых годах ближняя к нам и во многом похожа на Землю. Правда, она слишком близко к своей звезде, и ее заливает смертельное излучение. Может, подойдет LTT 1445AS размером с Землю, которую астрономы совсем недавно обнаружили в 137 световых годах от нас. С ее поверхности можно любоваться неимоверными восходами и закатами сразу 3 солнц той далекой системы. Экзопланета находится в обитаемой зоне одного из светил, но вращается с ним буквально в обнимку и, вероятно, слишком раскалена. Что ж, полетим дальше и, в конце концов, конечно, найдем новый дом. Каким долгожданным и торжественным должен стать наш первый шаг в этот мир? Только мы не сможем его сделать. Долгое пребывание в космосе превратит нас в слепых и немощных инвалидов, не способных самостоятельно передвигаться. В роли злого демона, который нас искалечит, выступит обычная сила тяжести, вернее, ее отсутствие. Как космическим путешественникам избежать опасных последствий невесомости и без ущерба для здоровья совершать длительные перелеты? Превратить звездолет в гигантскую карусель или передать гравитацию через какую-нибудь звезду? Давайте посмотрим, что нам больше подойдет. Все мы знаем, почему твердо стоим ногами на Земле и не улетаем в космос, подобно воздушным шарам. Если коротко, наша планета является массивным объектом, потому люди, животные, здания, компьютер, на котором вы смотрите это видео, все притягивает ее гравитация. Главным следствием этого для нас является ускорение свободного падения, также известное как G, которое равно 9,8 метрам в секунду в квадрате. На этой скорости любое тело при отсутствии опоры будет направлено к центру притяжения массы. Благодаря подобному эффекту существует понятие «верх» и «низ», а вся материя падает на Землю. Мы привыкли к этому и воспринимаем как должное. В действительности, без гравитации наша жизнь была бы совсем другой. Лучше всего это знают космонавты, которые проводят много времени на Международной космической станции. Они заново учатся делать много обычных вещей – обедать, спать, заниматься гигиеной. Земле без гравитации пришлось бы еще хуже. Представим, что однажды эта сила исчезла. О последствиях рассказал астрофизик университета Портсмута в Великобритании Карен Мастерс. По его словам, Земля вращается с высокой скоростью, подобно грузику на леске, который вы крутите над головой. Без гравитации эта леска порвется. Вещи, которые ни к чему не прикреплены, вылетят в космос по прямой линии. Того, кто окажется на открытой местности, сразу унесет в темное холодное пространство. Людям внутри зданий повезет больше, поскольку дома удержат фундаменты, углубленные в почву. Однако удача скоро отвернется и от них. Постепенно в космос сдует атмосферу Земли, ее океаны, реки и озера. Наша планета развалится на части, которые разбросает по пространству. Похожая судьба постигнет Солнце. Без силы тяжести, удерживающей его вместе, ядро светила просто взорвется под давлением массы. То же самое произойдет со всеми светилами во Вселенной. В конечном счете не останется ни звезд, ни планет, ни даже клочков материи. Ничего. Пространство превратится просто в густой суп из дрейфующих атомов и молекул. К счастью, сценарий столь жуткого апокалипсиса можно смело оставить фантастам. Ученые с уверенностью утверждают, что ничего подобного в реальности не произойдет. Гравитация во Вселенной отлично спланирована и никуда не денется, по крайней мере, на Земле. Другое дело – длительное пребывание в космосе. Там, где нет массивных объектов, сила тяжести не действует. Находиться в состоянии невесомости во время дальних перелетов не очень-то комфортно. Однако это самая маленькая неприятность, которая нас ждет при отсутствии гравитации. Организму космических путешественников будет нанесен непоправимый вред. Так недавно опубликованы результаты обследования 11 астронавтов,
которые 50 дней провели на Международной космической станции. У 6 из них выявлены тромбы, образовавшиеся из-за отсутствия гравитации. В основном сгустки крови возникли внутри яремных вен, причем чаще во внутренней яремной вене. Она является основным сосудом, выносящим кровь из полости черепа. Ученые пока точно не знают, какими могут быть последствия этого процесса, но в любом случае ничего хорошего он не сулит. Это как долго стоять на голове. Через время самочувствие резко ухудшается. От подобных процессов очень серьезно пострадает мозг. Исследователи из медицинского университета Южной Каролины детально изучили снимки головы 18 космонавтов, которые провели на борту Международной космической станции более полугода. Они выяснили, что длительная невесомость буквально выжала их мозг к поверхности черепа, а также привела к сужению борозд и извилин в коре. Подобные изменения ведут к повышению внутричерепного давления и потере зрения. Но сильнее всего невесомость ударит по опорно-двигательной системе космических путешественников. Потери мышечной массы на некоторых участках тела при длительном отсутствии силы тяжести достигают 1-2% в месяц. От этого больше всего слабеют ноги и спина. Кости сначала буквально трещат по швам, а затем распадаются на части. Кальций и другие вещества из них в огромном количестве попадают в кровь. Их избыток может вызвать появление камней в почках, язвы желудка, серьезные заболевания сердца. И это еще далеко не все негативные последствия невесомости. Исследователи из Университета Калифорнии выяснили, что она приводит к нарушению целостности клеточного барьера, которым выслан кишечник. Подобные изменения сильно повысят риск возникновения у астронавтов различных воспалений, диабета, заболеваний печени. О метаморфозах своего организма после полета подробно рассказал американец Скотт Келли, проживший на орбитальной космической станции 340 дней. С первых минут после приземления жизнь для него превратилась в настоящий ад. У космонавта невыносимо болело все тело. Каждый сустав, каждый мускул судорожно сжимались, протестуя против давящей гравитации. Скотта тошнило, знобило, на теле появилась сыпь. Его ноги чудовищно распухли, а кости оказались такими тонкими, что их невозможно было прощупать. Зато запястья и лодыжки легко скручивались в узел, как обычная веревка. Келли плохо ориентировался в пространстве и не мог выполнять простые действия. После обследования выяснилось, что космонавт практически полностью потерял костную ткань. У него атрофировались мускулы, кровь перераспределилась по телу, из-за чего стенки сердца напряглись и сжались. Ученые подтверждают, что понадобится еще множество сложных исследований, прежде чем удастся точно определить все причины столь серьезных изменений в организме космонавтов. Правда, они надеются, что все органы людей после длительного пребывания в пространстве самостоятельно вернут себе привычное земное состояние. Понятно, что без гравитации при длительных и дальних перелетах космическим путешественникам никак не протянуть. Выход из ситуации тоже ясен. Если в космосе вдали от массивных объектов нет естественной силы тяжести, нужно создать внутри звездолета искусственную. Телу человека все равно, что его прижимает вниз. Главное — поддерживать физическую активность и здоровье. Тогда экипаж сумеет эффективно работать с оборудованием, выполнять управление кораблем, проводить научные эксперименты, просто полноценно жить и отдыхать. Что такое искусственная гравитация, нашим зрителям понять несложно. Это созданная человеком сила, которая имитирует земное притяжение. Хотя наша планета очень массивный объект, и сделать ее полную имитацию для полетов в космос не получится. Но что если упростить задачу? Сгенерировать небольшую силу тяжести, попытавшись немного обхитрить свой организм. Минимальная гравитация, которая позволит организму человека нормально функционировать в космосе, пока неизвестна. Современная биологическая наука имеет представление только о действии земной гравитации и невесомости на околоземной орбите.
На Луне, где притяжение составляет лишь 16% земного, астронавты НАСА пробыли слишком мало времени. Оценить по их опыту влияние пониженной гравитации на организм человека, к сожалению, невозможно. Так что пока ученые ориентируются на силу земного притяжения, решение, казалось бы, напрашивается само собой. Нужно сделать космический корабль очень массивным. Специалисты считают данный способ реальным, поскольку гравитационное воздействие будет обеспечивать необходимый эффект. Представим, что мы отправились в космическое путешествие на подобном корабле. Как будем чувствовать себя внутри столь безумной махины? Скорее всего, надежно защищенными от неприятных моментов, которыми богат космос. Толстые стены лучше прикроют от космического излучения, чем тонкие, и защитят от ударов астероидов. А искусственная гравитация за счет массы звездолета будет восприниматься нашим организмом как земная. Правда, гравитационное поле понадобится распределить в нашем звездолете равномерно. Как это сделать? Ученые утверждают, что можно соорудить космический корабль в виде платформы. Она будет ускоряться перпендикулярно. Но построить такой массивный звездолет практически невозможно из-за сложных инженерных решений. Тогда почему бы не рассмотреть вариант попроще – прикрепить к кораблю груз массой Землю? Это не значит, что он должен иметь диаметр почти 13 тысяч километров, как наша планета. Литровая емкость Земли в среднем весит всего 336 граммов. А мы возьмем нечто более тяжелое – металлы. Среди них лидирует осмий. Его объем, равный литру, весит аж 22,6 килограмма, тогда как для сравнения золотой слиток подобного размера потянет на 19,3 килограмма. Иными словами, искусственную гравитацию есть возможность создать путем прикрепления к кораблю груза из осмия диаметром почти в 200 раз меньше земного. Это все равно еще очень много. Металла понадобится просто несметное количество. Столько можно и не найти в недрах Земли. Но, допустим, мы собрали нужное количество осмия, использовав, например, запасы других небесных тел. Только откуда взять невероятное количество топлива, чтобы тащить за собой все эти сотни тысяч килограммов? Оно понадобится, чтобы во время полета выполнять различные маневры, ускоряясь и тормозить. На нынешнем этапе развития собрать столько горючего для нас нереально. Вместе с тем, сама идея создания искусственной гравитации за счет массы звездолета проста и понятна. Так что пока ученые окончательно не сбрасывают ее со счетов. Создание искусственной гравитации с помощью линейного ускорения корабля тоже, казалось бы, не вызывает особых сложностей. В своей специальной теории относительности Альберт Эйнштейн написал, что гравитация и ускорение на самом деле неотличимы. Вспомните, как вы поднимаетесь в лифте. Вначале скорость его увеличивается и как бы немного прижимает вас к полу. Так и космический корабль, который постоянно ускоряется, станет создавать гравитационное притяжение. Оно будет действовать в направлении, противоположном ускорению. Возможно, сила тяжести будет слабее, чем на Земле, но все же ее наверняка окажется достаточно, чтобы снизить нагрузку на человеческое тело и сделать жизнь на борту корабля более комфортной. Чтобы представить, как вы будете себя чувствовать в долгом путешествии, сравнение с лифтом не совсем подходит. Ведь в кабине ускорение длится буквально секунды. Можете прокатиться на американских горках или в спортивном автомобиле. И тогда в полной мере сможете ощутить на себе силу тяжести при ускорении. Для создания необходимых условий в звездолете нужны особенно мощные и долговечные двигатели. Сейчас разрабатываются электромагнитные, которые приводят в движение потоки ионов. Инженеры называют их самыми подходящими для имитации силы тяжести при ускорении. Но в нынешнем состоянии подобные двигатели способны обеспечить лишь незначительный уровень искусственной гравитации. Такое G не исключит серьезных проблем со здоровьем астронавтов из-за невесомости. Более мощным будет ядерный двигатель, и он уже практически готов. Проект предполагает, что атомный реактор начнет разогревать газы до экстремально высоких температур. Они будут выбрасываться из сопла ракеты, создавая тягу,
Однако подобный двигатель очень опасен. В нем может начаться самопроизвольная ядерная реакция, эквивалентная взрыву атомной бомбы. В связи с этим в настоящее время проект решили отложить. Но если в скором будущем кто-то придумает безопасный, мощный и долговечный двигатель, то это всех проблем тоже не решит. Понадобится откуда-то брать огромное количество топлива, чтобы корабль летел все быстрее и быстрее. Еще одна проблема заключается в самой природе постоянного ускорения. Согласно нашим нынешним представлениям о физических законах, вечно увеличивать скорость нельзя. Теория относительности этого не допускает. К тому же корабль при подобном раскладе должен постоянно куда-то лететь. То есть ни о каких зависаниях вблизи планет не может быть и речи. Звездолет будет вынужден вести себя как землеройка, которая, если остановится, то умрет. И не будем забывать о побочных эффектах. Наша Земля вращается на экваторе со скоростью около 1700 км в час. Мы этого не ощущаем, потому что скорость планеты стабильна. Постоянное ускорение, скорее всего, выдержать длительное время будет трудно. Оно плохо отразится на здоровье астронавтов. А как раз этого при создании силы тяжести мы и хотим избежать. Получается, мысль об искусственной гравитации с помощью линейного ускорения космического корабля сейчас вряд ли нам подходит. Но что если как следует повертеть эту идею в разные стороны, причем в полном смысле слова? Если вращать корабль с помощью центробежной силы, мы можем создать нечто эквивалентное гравитации. Если точнее, то это будет инерционное движение в сторону от оси. Еще в 60-х годах НАСА провело различные эксперименты, которые показали, что теоретически создание гравитации с помощью центробежной силы возможно. При этом во многих вариантах используется центрифуга – устройство, которое вращается за счет центробежной силы. Оно широко применяется для разделения газообразных, жидких или сыпучих тел разной плотности, а также в других случаях, требующих эффекта повышенной силы тяжести. В нашей ситуации для создания искусственной гравитации на Земле, на корабле хорошо подойдут вращающийся цилиндр, тор или сфера. Каждый из нас сталкивался с подобным эффектом, когда едет в машине и поворачивает в сторону. В этом случае верхняя часть тела как бы движется в противоположном повороту направлении. Если автомобиль идет по кругу, то ощущение будет постоянным, пока вы не вырулите на прямую дорогу. Однако действие силы ослабевает при увеличении расстояния от центра вращения. Искусственная гравитация в области ног будет больше, чем в районе головы. Это может затруднить наши движения и изменение положения тела. Чтобы мы не испытывали подобных неприятностей, радиус конструкции должен быть гигантским, не менее в 220 метров. Примерно как высота 95-этажного здания. В данном случае астронавты будут испытывать гравитацию практически равную земной. В теории построить такой колоссальный корабль можно, но это потребует столь огромных затрат ресурсов, сил и времени, что на практике проект вряд ли удастся осуществить. У исследователей из университета Болдера в Колорадо есть предложение меньшего масштаба. Они разработали вращающиеся системы, которые поместятся внутри отсеков космических кораблей. Правда, конструкции не обеспечат искусственную гравитацию для всего звездолета или станции. Однако они позволят астронавтам достаточно времени проводить в условиях гравитации, похожей на земную. Система использует центробежное ускорение, имитируя гравитационное поле силой 1G, как на Земле. Чтобы ею воспользоваться, человек должен лечь на центрифугу с коротким радиусом для быстрого вращения. Но постоянно кружиться, как на карусели, не лучшее решение для поддержки здоровья. Любой, кто слишком долго катался на аттракционах с центрифугой, знает, что это бывает трудно перенести. Сердце, нервная система и другие органы человека от вращения могут серьезно пострадать.
Меньше побочных эффектов, по словам специалистов, вызовет длинное вращающееся транспортное средство, похожее на палку. На одном конце такого корабля диаметром около 100 метров планируется разместить ядерный реактор, а на другом — отсек для экипажа. Однако у авторов проекта возникли технические проблемы, так что пока до его реализации далеко. Вместе с тем специалисты склоняются к мнению, что вращающийся космический корабль пока является лучшей идеей искусственной гравитации. В космосе ему не будет мешать ни одна сила, кроме трения. Именно поэтому вращение звездолета по затратам энергии станет самым экономичным из всех вариантов. Ученые движутся в этом направлении, предлагая новые разработки. Хотите набраться потрясающих впечатлений? Тогда отправляемся в невероятный тур по этим космическим сооружениям будущего. Возможно, мы увидим в небе огромное колесо парома, вращающееся вокруг своей оси, а колонистов найдем внутри специальных жилых капсул, прикрепленных к колесу. В НАСА готовят прототип подобной конструкции, который сможет автономно генерировать гравитацию в космосе. А может, не успев выйти в пространство, мы наткнемся на нечто еще более грандиозное. В небе будут плавать гигантские цилиндры, названные в честь автора технологии О'Нила. В проекте конструкция состоит из пары массивных цилиндров, которые вращаются в противоположных направлениях. Владелец космической компании Blue Origin Джозеф Безос рассчитывает в будущем разместить подобные плавучие космические колонии на орбите. Они могут стать постоянным местом жительства для миллионов людей. Неизвестно, удастся ли Безосу осуществить свой грандиозный план по развертыванию орбитальной колонии. Но для конструкции космического корабля его проект точно не подходит. По расчетам ученых, минимальная длина цилиндра О'Нила должна составлять 32,2 километра, а диаметр 6,4 километра. Для звездолета он слишком велик. К слову, когда-то можно будет использовать простой в исполнении и дешевый вариант цилиндра. Просто вывести конструкцию на орбиту и надуть как воздушный шар. Но для надувных космических сооружений нужно еще разработать повышенные меры безопасности, потому что риск их разрушения пока слишком велик. А мы тем временем направимся в 5-звездочный космический отель с самым продвинутым сервисом. Речь идет об орбитальной станции с искусственной гравитацией Voyager, анонсированной в 2021 году. Станцию начнут строить в 2025, и через 5 лет она должна принять первых туристов. В бизнес-проекте Voyager представляет собой кольцо диаметром 200 метров. Искусственная гравитация внутри него достигается вращением с определенной угловой скоростью. Предполагается, что сила притяжения внутри отеля будет такая же, как на Луне. Однако, как мы говорили на нашем спутнике, это всего лишь около 16% от земной гравитации. Непонятно, хватит ли подобной силы для удобства туристов. Отличным местом для исследования эффектов низкой гравитации могла бы стать лаборатория, развернутая на Луне. К сожалению, пока подобного исследовательского центра не существует. Тем не менее, создатели станции рассчитывают с комфортом разместить на ней ученых и туристов. Для путешественников соорудят 24 жилых модуля. В них одновременно смогут отдыхать 400 человек. В распоряжении туристов внутри каждого модуля будет свой шлюз для выхода в открытый космос. Путешественники получат возможность почерпнуть полезную информацию в тематических залах, вкусно поесть и выпить в ресторанах и барах, посетить спа-салон и посмотреть фильмы в кинотеатре. В общем, вполне себе земные развлечения. Но в реальности до всего этого еще далеко. Работы начнутся со строительства не самой станции, а ее прототипа диаметром в 61 метр. Корпорация уже запатентовала робота, который займется сборкой непосредственно на орбите. Прототип будет использован в качестве испытательной площадки для проведения теорий и проведения экспериментов, которые позволят приступить к возведению самого Voyager. Существуют и другие способы создания искусственной гравитации, которые находятся в разработке. Среди них можно назвать использование эффекта диамагнетизма.
Метод основан на том, что простые магниты могут прижимать космонавтов к полу, как обычная сила тяжести. Может ли такая искусственная гравитация создать полярное сияние по контуру корабля? Этот вопрос задал зритель нашего канала, однако, к сожалению, наука не дает точный ответ. Но давайте рассуждать вместе. Известно, что можно сделать искусственное полярное сияние, причем это совсем не сложно. Достаточно поместить электромагнитную катушку внутрь металлической сферы, а сферу в вакуумную камеру. Затем следует подать немного газа между металлическими пластинами, в которые помещен шар. Газ создаст миниатюрную версию атмосферы Земли. При обстреле электронами, имитирующими солнечный ветер, магнитное поле сместит электроны к полюсам, где они возбудят молекулы газа. И он начнет излучать фантастически красивый свет. Совсем как настоящее полярное сияние, только в миниатюре. Таким образом, мы можем предположить, что искусственная гравитация с помощью магнитов может спровоцировать северное сияние по корпусу корабля. Только это возможно в среде, которая хоть немного заполнена газами. Правда, в скором времени вряд ли мы, космические путешественники, увидим все это своими глазами. Несмотря на то, что ученые уже смоделировали силу тяжести с помощью диамагнетизма, ее пока нельзя повторить в масштабах космического корабля. Проблема заключается в том, что магниты становятся слабее пропорционально квадрату расстояния от них. Если мы разместим их, скажем, на метр ниже палубы, будут притягиваться в основном наши ноги, а остальные части тела останутся в невесомости. Только гигантские магниты размером с гору создадут чрезвычайно мощное магнитное поле, которое будет влиять на все тело членов экипажа. Такого масштабного показателя на космическом корабле, конечно, трудно достичь. Причем ученые считают, что конструкция будет далеко не безопасной для людей. С другой стороны, низкую гравитацию диамагнетизм позволяет создать без риска здоровью и жизни человека. Она будет примерно как на Луне или даже Марсе, где G составляет примерно 40% земной. И первый практический опыт подобной конструкции уже есть. В январе 2022 года Китай построил исследовательский центр для моделирования низкой лунной гравитации с помощью магнитов. Диаметр этого маленького сооружения составляет всего 60 сантиметров. Однако при работе с большими магнитами все будет значительно сложнее. Потребуется очень дорогая криогенная техника, чтобы они оставались сверхпроводящими, не говоря уже об огромной мощности устройства, которое очень трудно достичь. Так что и этот проект еще далек до полноценного воплощения в жизнь. Еще один способ создать на космическом корабле искусственную гравитацию, причем практически идеальную, метод позволил бы почти без побочных эффектов ускорения или бесконечного вращения придать астронавтам постоянное притяжение вниз. Только для его реализации сначала придется открыть отрицательную гравитационную массу. Она существует в расчетах ученых, а вот в реальности ее пока никто не обнаружил. Отрицательную гравитационную массу на Большом адронном коллайдере в настоящее время активно ищут физики из коллаборации Альфа. Ученые уже получили антиводород, стабильную форму нейтральной антиматерии. Сейчас ее пытаются отделить от всех других частиц. Ученые надеются выяснить, в какую сторону антиматерия будет двигаться в гравитационном поле. Если она начнет падать вниз, как обычная, тогда ее гравитационная масса больше нуля. В этом случае подобные частицы нельзя использовать для создания гравитационного проводника. Но если антиводород будет падать вверх, это изменит все. Внезапно искусственная сила тяжести на космических кораблях станет реальной. Причем для ее создания не понадобится сложных конструкций или грандиозных инженерных решений. Чтобы разобраться в свойствах антиводорода, ученые ЦЕРН изменяют силу магнитов, наблюдая влияние гравитации на него с разной скоростью. Но это только начало пути. Предстоят еще многочисленные более точные измерения воздействия на антиматерию силы тяжести. Если подтвердятся нужные свойства антивещества, достаточно будет сделать из него потолки помещений на космическом корабле. Тогда астронавтов начнет постоянно притягивать вниз, в
противоположном направлении. Но пока ученые не открыли частицу или набор частиц с отрицательной гравитационной массой, с этим удивительным методом придется повременить. Впрочем, есть еще немало просто потрясающих концепций искусственной гравитации для путешествий по космосу. Однако все теории пока еще детально не разработаны или требуют технологий совсем далекого будущего. И все же давайте познакомимся с самыми интересными из этих идей. Мы не раз говорили с вами о гравитационном линзировании. Явление связано с массивными космическими объектами, планетами, звездами, галактиками, скоплениями галактик или темной материи. Своим гравитационным полем они способны изменить направление электромагнитного излучения. Аналогичным образом обычная линза перенаправляет вектор светового луча. Благодаря этому астрономы могут наблюдать самые далекие объекты во Вселенной. К примеру, недавно с помощью космического телескопа Хаббл они обнаружили галактику J1000+0221, практически на краю мироздания. Гравитационное линзирование может пригодиться и в нашем случае, поскольку способно создать искусственную силу тяжести. Только вот для этого нужно разместить массивный объект, например, планету или звезду, между космическим кораблем и пунктом назначения. Сейчас, конечно, версия кажется абсолютно нереальной. А вот в будущем, кто знает, может мы научимся, как мебель передвигать массивные небесные тела туда, куда нам нужно. Генераторы гравитации – еще одна идея ученых, которая пока близка к фантастике. Это удивительные свойства, которые будут использовать для искусственной силы тяжести космические гравитационные поля или темную энергию. Конечно, пока никто на практике не разрабатывает подобные гипотезы. Мы даже до конца не изучили явления, которые нужны для их реализации. В целом очевидно, что дело с искусственной гравитацией очень медленно идет на лад. Однако без нее говорить об освоении космоса человеком не приходится. Ученые считают, что прорыв возможен, когда мы досконально изучим природу самой гравитации. Пока нельзя точно сказать, что является ее причиной. И, конечно, трудно манипулировать тем, чего не до конца понимаешь. Такие примеры есть в нашей истории. Подобным образом провалилась целая попытка использовать трансатлантический телеграфный кабель, поскольку электрон еще не был открыт. А связь электронов с магнитными полями воспринималась как нечто нереальное. Но мы нашли эту связь и, несомненно, со временем разберемся с природой гравитации, после чего создадим космические корабли с искусственной силой тяжести. Какими они будут? Как звездолет Discovery с вращающейся центрифугой в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года, или подобно Эндурансу из триллера «Интерстеллар», который вращался вокруг центральной оси, либо мы придумаем нечто совершенно новое, чего сейчас даже не можем предположить. Это не важно. Главное, мы, космические путешественники на кораблях с искусственной гравитацией, сможем сколько угодно летать по Вселенной.